сейчас запечатывается мясо. Плоскости казана не хватает на третий кусок, но значит придется по отдельности обжаривать. Ничего страшного. Со всех сторон нужно хорошо запечатать. Это еще не жареный лук. Чуть-чуть лука. Для вкуса. Такой вот белый красавец. Так как казан маленький и места здесь недостаточно, а я хочу все-таки хорошо обжарить лук, поэтому мясо я вытащил, а в принципе они должны жариться вместе. Лук я должен был бросить на мясо. Мясо внутри, лук уже в хорошем состоянии. Теперь все это дело заливается водой. Холодной водой, горячей водой. Говорят холодной. Честно не понимаю зачем. Но, в принципе можно и горячей, и холодной. Какая разница? Через 2 часа проверим мясо. Мне нужен жир сверху плавающий. А так жир будет распределен везде. Я хочу, чтобы не было жира везде. Поэтому мне лучше это открытым оставить. Я приветствую всех смотрящих наш канал. Сегодня праздник. Готовим плов. Плов такой по мотивам чего-то, но по большому счету вот осабуко плов. Осабуко вообще-то это блюдо из Ломбардии. Осо – кость, буко – поле. Вот кости. Я только что отделил их от мяса. На самом деле очень много людей боятся к этому мясу подступаться, тем более в плове, потому что как бы вот жестко получается, как-то так вот не вписывается в общий пейзаж. Потрясающее блюдо, потрясающее мясо. Это говяжья голяшка, которая нарезана слайсами. Кость внутри содержит костный мозг, потрясающе вкусный, как бы это вот подается тоже так, вместе с мясом, это неотъемлемая часть блюда. Я отделил сейчас кости от мяса по очень простой причине, как бы это уже все практически приготовлено, и поэтому сейчас это подождет конца, потом это как бы подогреется и подастся вместе. Я этот плов готовлю похоже где-то отдаленно по каким-то самаркандским мотивам. Добавлю еще айву, вот она передо мной. В данный момент зирвак уже готов. Кстати, осабуко, мясо, голяшки готовились здесь уже часа как 3, поэтому мясо совершенно уже готовое принять все остальное. Поэтому если это поварится вместе с морковью и айвой еще где-то вот минут 40 перед тем, как я заложу рис, то вообще здесь будет все замечательно. Это очень мягкое мясо, получится очень вкусное и очень подходящее к плову. Сейчас я закладываю морковь и готовлю айву. Каким-то образом что-то у нас в этом году такое интересное произошло, она каким-то образом сохранилась. До сих пор, сейчас, в общем-то, не совсем время айвы. Как? Не знаю. Но вот каким-то образом она есть. Я ее как-то так вот режу. Вообще-то бехейли плов режут половинки. Но я порежу это немножечко иначе. Я сделаю какую-то другую форму, то есть вот какие-то такие дольки. Я думаю, что это будет очень даже хорошо. Немного срежу здесь. Айва, кстати, довольно мягкая. Это турецкий сорт какой-то, столовый. Поэтому готовиться долго она не будет. Эта айва уже готова встретиться с пловом. Следующее. Как-то я это режу какими-то такими слайсами, произвольными довольно, особенно я не стараюсь. Все будет вкусно и все будет съедено. Сейчас я закладываю морковь. Это очень важный момент. Морковь не жарится, морковь закладывается вот так вот. Она тут будет сейчас немножечко тушиться. Сейчас я добавляю сюда зира.
Как без зира? Никак. А еще. По большому счету, это единственная специя, которая сейчас мне нужна. Сюда же айва. Каким-то таким цветочком. Немного барбариса абсолютно не помешает. Я заложил в казан морковь и айву. Пока здесь еще все томится, то есть это, я так подозреваю, что минут 40, как раз то самое время, чтобы замочить рис. Я часто сталкиваюсь с вопросами, каким рисом пользоваться. В Израиле есть замечательный вот этот вот круглый австралийский рис. Он очень хороший, очень подходит к этому плову, им нужно немножечко уметь работать. Но тем не менее этот рис – это то самое, что очень подходит для плова, если мы изначально подразумеваем использование круглого риса. Это очень хороший рис. Сейчас я отвешиваю килограмм 200. Для этого количества мне это будет самый раз. Сейчас я этот рис замачиваю в соленой теплой воде. И можно будет подождать, как только морковь приготовится. Как раз пройдет где-то полчаса, еще минут 40. И можно будет переходить к завершающему этапу. Морковь и айва готовятся уже 40 минут. Вполне достаточно для того, чтобы уже закладывать рис. Морковь уже мягкая, айва, разумеется, тоже. То, что я делаю сейчас, я убираю казан с этого вот небольшого булькания на большой огонь, потому что мне нужен очень большой огонь сейчас, прежде чем закладывать рис. И сейчас большой огонь. Мне нужно бурное кипение. Сливаю воду с предварительно замоченного риса и уже можно закладывать. Рис промыт, вода прозрачная. Ну, теперь закладывается рис. Шумовка. Распределяю его равномерно. И воды нам совершенно не нужно больше. Если надо будет попозже, добавлю. Сейчас моя цель приготовить рис, и после этого будем его запаривать. Сейчас самое время добавить еще специи, то есть зира. Так, еще немного, абсолютно не помешает. И немного соли. Ну, теперь потихоньку рис можно начинать расчесывать. Рис уже почти подходит. Он уже почти что впитал в себя влагу, уже почти готов. Еще совсем немного. Выпарится влага. Надо ей помочь, кстати, сейчас. И можно будет уже запаривать. Кстати, то, что я сейчас делаю, я стараюсь не затрагивать вообще нижние слои, а перемешивать только верхние. На самом деле это почти самаркандский плов и есть. За исключением небольших нюансов каких-то. Вот, но тем не менее. Так, это уже похоже. Поможем ему сейчас. Оп, хорошо. Теперь собираем все в кучку, делаем горочку. Так, нет, еще недостаточно для горочки. Пусть еще впитывает в себя еще влагу.
Рис готов к запариванию. Сейчас я его закрываю. Все. Вода испарилась. Через полчаса вся эта красота будет готова. Сейчас мы это все дело оставляем. Сейчас этот огонь уходит. И я переправляю это небольшой фитилек, вот сюда даже, на рассекатель. Очень маленький огонь, пусть запаривается себе. Опа. Ну все. Теперь можно отдохнуть. Ну что? Хороший рис, рассыпчатый. Очень. Что и должно быть. Следующий слой выкладывается морковь. Айва. А теперь самое интересное, то есть мясо. Мясо просто тает. Так, ну что, самый раз попробовать, что сотворили? Рис, прежде всего. Отличный рис. Айва, прелесть. Мяско. Очень вкусно. Приятного аппетита всем. И нам тоже сейчас будет. Асабука плов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будем рады. Всех благ.